Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим последние новости, а также посмотрим на пикантные моменты между Чингуком и Тэхёном. Но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сладусик Тэхён в армии уже 164 дня. Увидимся через 384 дня. Малыш Чонгук в армии уже 163 дня. Увидимся через 385 дней. Совсем скоро будет полгода, как наши мальчики служат в армии. Нужно будет отметить. Сегодня обсудим последние новости Вигу, а затем мы рассмотрим топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. Наверняка до многих из вас уже дошли слухи об отношениях Чимина с актрисой и певицей Сон Да Ын. Сейчас весь твиттер гудит об этом. Сравнивают одинаковый интерьер в их квартирах, местоположение и прочее. Как по мне, как ни крути, но тапки под диваном действительно одинаковые. Сегодня даже СМИ выпустили статьи с якобы подтверждением их отношений из-за молчания Big Hit. Big Hit косвенно подтверждают отношения Чимина с BTS и актрисы Сон Да Ын, храня молчание в ответ на вопросы корейских СМИ. Не знаю, правда это или нет, но я в любом случае буду очень рада за Чимина, если это так. Я надеюсь, что он очень счастлив в этих отношениях. Так что, чигукеры, смиритесь и примите, что у Чимина есть отношения, и не приписывайте больше к нему Чонгука. 19 мая Тэхён зашел в Инстаграм и осчастливил нас новыми фото из армии. Я понимаю, что уже все их видели, но не могла не прокомментировать. Подпись на фото. Текущая ситуация – огонь. Какой же красавчик! Мы по тебе очень соскучились. Солнышко ты наша красивая. Мы все поплыли от этого идеального мужчины. Все те, кто переживал по поводу фигуры Тэхёна, надеюсь, вы успокоились, так как Тэ заметно постройнел. Хотя мне и со щечками безумно нравился наш Сладун. И еще сторис от Тэхёна с крошкой Юнтаном. Подпись на фото. Тани, текущая ситуация – огонь. Слушайте, папа постройнел, а сыночка наоборот стал пухленьким облачком. Знает, что мы скучаем и переживаем. Пришел и отчитался. За себя и за сыночка. Вот бы еще за Чингука что-нибудь сказал. 20 мая композ кофе в Инстаграм. Поздравляем с Днем взрослой жизни! Сегодня день взросления празднует композитор, который стал взрослым. Герои-композиторы, наслаждайтесь сегодняшним днем по полной и празднуйте день. Как ему идет этот цвет? Наверное, легче сказать, что ему не идет. Хотя нет, не легче. В телешоу «Свободный доктор» канала ТВН был упомянут Чонгук. Участники шоу посетили тот же ресторан, в который Чонгук приходил ранее. Ведущий. На самом деле Чонгук известен как гурман среди знаменитостей, поэтому многие зарубежные фанаты ходят в рестораны, в которые ходили участники BTS во время их тура. Чонгук просто зашел поужинать в ресторан, и это место моментально становится популярным. Так что, если ты владелец кафе, то молись всем, кому можно, чтобы ребята посетили твое заведение. Мужчина приговорен к тюремному заключению за то, что выдавал себя за участников BTS, чтобы получить невыпущенные песни.
Сообщается, что правонарушитель был арестован и занесен в протокол за то, что использовал свой мобильный телефон, выдавая себя за участника группы BTS, чтобы обратиться к музыкальному продюсеру. Предполагается, что его целью было собрать информацию о военной службе участников BTS и получить информацию об их неизданных треках. В августе-сентябре 2022 года правонарушитель выдавал себя за участника BTS Шугу, и после разговора с музыкальным продюсером ему удалось получить неизданные треки-путеводители для песен BTS. В ноябре того же года правонарушитель выдавал себя за продюсера, связавшись с Шугой, чтобы собрать информацию о выпуске альбомов и расписании военной службы. Также было установлено, что правонарушитель выдавал себя за Ви из BTS. В ходе первого судебного разбирательства правонарушитель был приговорен к тюремному заключению. Было заявлено, что участники BTS и их компания понесут значительный имущественный и социальный ущерб из-за его действий. Судья пояснил, мотивом преступления было желание добиться популярности, выдавая себя за успешного композитора, используя собранную личную информацию. Ущерб так и не был возмещен, и подсудимый не получил прощения от потерпевших. Пак Хён Сик, известный актер корейской индустрии, недавно рассказал в интервью о своей тесной дружбе с Тэхёном. Пак Хён Сик считает Тэхёна своим младшим братом и говорит: «Для меня Тэхён все еще мой милый младший брат». Несмотря на то, что Тэхён стал по-настоящему популярным, все должны понимать, что он по-прежнему остается тем человеком, которого я встретил еще во время съемок «Хваран». В плане работы он профессионал, но в повседневной жизни он обычный мальчик. Какие они замечательные! Всегда с таким трепетом и любовью рассказывает о Тэхёне. Их дружба так драгоценна. Хорошие друзья достаются тому, кто сам умеет быть хорошим другом. Standing Next to You Чингука использовали в заставке к шоу Джимми Фэллона по случаю десятилетия программы. Особенный выпуск популярной программы украсили фрагментом шикарной песни «Наша мировая звездочка». В превью видео Юнги показали такого счастливого Чингука. Ну вот и все, пришло время, когда мы радуемся даже таким секундным моментам. Хайп-мерч в Твиттер. Новые лицензионные продукты. Доступны продукты коллекции BTS Dynamite. ARMY поделились своими приобретениями. Ну, как вам коллекция? Это, конечно, все очень красиво, но не каждый себе сможет позволить. Ну а теперь поговорим о топ-5 пикантных моментов между Чингуком и Тэхёном. 5 место. Как нужно утешать своего любимого, покажет нам Чингук. Вспомним одновременно смешной и милый момент. Чингук, играя, задел микрофон Тэхёна, на что тот начал изображать, будто бы плачет. И вы только посмотрите, как его утешает Чингук, обнимая сзади. Крики, пролетавшие мимо чайки, видимо, на фоне, буквально олицетворяют нас. Ну какие же они тактильные и нежные. 4 место. Как у Чингука еще не болит шея, постоянно оборачиваясь на своего Хёна. Просто Чингук, который всегда смотрит на Тэхёна и не может не делать этого.
Мы ведь не раз замечали, как парни смотрят друг на друга в любых моментах и как меняется их взгляд. Мне кажется, это один из видов проявления их любви. Потому что невозможно смотреть на человека такими глазами просто так. Боюсь, однажды он сломает себе шею, но я думаю, что зрелище того стоит. Как же я обожаю эти взгляды Чингука, их просто невозможно игнорировать. Мы видим, как Чингук, посмотрев на Тэйхёна, закусил губу и приподнял бровь с явным признаком желания. И еще момент. Это не просто взгляд, а заинтересованное сканирование любимого. Третье место. Тэйхён хотел поцеловать Чингука прямо на сцене. Мне кажется, мы мало внимания уделили данному моменту. Когда Чингук засмущался от воздушного поцелуя Тэйхёна, и их губы были на максимально близком расстоянии. Боже мой, что за мысли летали тогда в голове Тэйхёна? А какая химия! Ох, если бы не камеры! Второе место. Эти моменты уже можно сделать отдельной рубрикой с названием «Чингук всегда поможет Тэйхёну». Этот прекрасный момент из Run BTS. Ребятам нужно было угадать ноты с помощью колокольчиков. Чингук первый справился с заданием и потом незаметно помогал Тэйхёну с этим. Ну что за мужья? Балдею с этого момента. Первое место. Тэйхён всегда выделяет Чингука среди других участников. Тэйхён после съемок клипа Butter, играясь, показывал мемберам Саранхэ. Но с Чингуком это получилось максимально естественно, и его реакция отличается от других. Ну конечно, потому что это его любимый Чингук, и только к нему он готов мчаться на крыльях любви. Мне нравится этот момент с концерта, когда Тэйхён бежит как можно быстрее, чтобы успеть спеть куплет с Чингуком. А Чингук просто ждал его прихода. На этом я заканчиваю данную тему. Обязательно дождитесь продолжения. До встречи!